Всем большой привет, добро пожаловать на канал. Сегодня я буду шить рубашку Синтия по выкройке сайта Wikisuse. Ссылку на выкройку, как всегда, я оставлю внизу под видео в описании. Значит, рубашку я буду шить 36 размера. Для пошива буду использовать хлопковую ткань с добавлением полиэстера. Ткань не сильно мнется и немного просвечивается. Значит, цвет у меня получается бежевый. Я уже подготовила также все детали выкройки, склеила все листы и вырезала все детали выкройки. У меня получается одна деталь спинки, одна деталь полочки, деталь рукава, деталь кокетки, воротника, стойки, деталь манжеты и также деталь планки. Теперь мне необходимо также подготовить ткань. Я утюжу просто ткань горячим утюгом с паром. И затем также выкраиваю все детали рубашки уже из ткани. Также необходимо продублировать такие детали, как воротник, стойка, детали манжет и также в месте, где будет находиться планка, на деталях полочки на одной и на другой стороне также необходимо продублировать эти места. Все это также указано в инструкции. Я думаю, что прочитав ее, вы также разберетесь, что необходимо дублировать. Я уже подготовила все детали рубашки. У меня получается одна деталь спинки, две детали полочки, две детали рукава, две детали манжет, две детали получается кокетки, две детали воротник, две детали стойка и две детали получается, эта обтачка идет, две детали планки для обтачки на рукавах. Для начала мне необходимо подготовить планку на деталях полочки на одной и на другой половине. Я сначала заутюжила припуск на 1 сантиметр вовнутрь и теперь также заутюживаю деталь планки на одной и на другой детали полочки. Теперь отворачиваю деталь планки на лицевую сторону, закалываю булавкой и прокладываю строчку внизу, получается на расстоянии 1 сантиметра от среза, получается на одной и на второй тоже детали полочки. Вот так у меня получилось. Теперь отворачиваю планку на изнаночную сторону и необходимо также ее приутюжить. Теперь мне необходимо обработать низ рубашки. Подворачиваю припуск сначала на 1 сантиметр на изнаночную сторону и затем еще раз подворачиваю на 0,5 миллиметров также вовнутрь и приутюживаю, получается приутюжила утюгом и затем подшиваю на швейной машине. Я уже подшила низ рубашки, вот так у меня получилось. Получается на одной детали полочки и на другой. Теперь мне необходимо также проложить строчку по детали планки. Вот так я ее уже приметала и прокладываю строчку на расстоянии 2-3 миллиметра от сгиба. Детали полочки у меня, две детали полочки у меня уже готовы, и теперь мне необходимо подготовить деталь спинки. Для начала мне необходимо притачать деталь кокетки к детали спинки. Я уже также заложила складки на детали спинки, сколола складки булавками и приметала. Теперь прикалываю деталь кокетки, вкладываю, получается, деталь спинки между двумя деталями кокетки.
скалываю булавками по отметкам, приметываю, сметываю, получается, приметываю деталь кокетки к детали спинки и притачиваю на швейной машине. У меня уже готова деталь спинки. Также я уже подготовила 2 детали полочки. Теперь мне необходимо стачать по плечевым срезам детали полочки с деталью спинки. Теперь прикалываю к плечевому срезу деталь полочки лицом к лицу. Вот таким способом скалываю булавками вдоль плечевого среза. Затем выворачиваю на изнаночную сторону. Еще раз перекалываю булавки для того, чтобы проложить строчку внутри по изнаночной стороне, получается. Затем также прикалываю вторую деталь полочки таким же способом и притачиваю на швейной машине. И вот так у меня получилось. Выворачиваю на лицевую сторону, и все швы и срезы остались, получается, внутри между деталями кокетки. Теперь скалываю булавками боковые срезы и также стачиваю на швейной машине. Я уже подготовила деталь воротника, получается, стачала 2 детали воротника вдоль длинного среза, также затем проложила отделочную строчку для того, чтобы закрепить припуск. Теперь выворачиваю воротник на изнаночную сторону, получается, складываю лицом к лицу, скалываю вдоль 2 коротких срезов по бокам и прокладываю строчку вдоль одного короткого среза и вдоль другого. Получается, стачиваю воротник с одной и с другой стороны.
Затем вкладываю между двумя деталями стойки деталь воротника, прикалываю булавками, также совмещаю отметки и притачиваю, получается, воротник к стойке на швейной машине. Прежде чем обрабатывать воротник, советую также посмотреть несколько видео на YouTube, как обработать воротник, рубашечный воротник на стойке. Возможно, вы найдете для себя какие-то полезные видео с обработкой, которая больше вам понравится, возможно, которая будет проще. Либо сделать так, как написано в инструкции. Я сделала так, как было написано в инструкции, но, возможно, в следующий раз я обработаю воротник другим способом, да, другим методом, для того, чтобы понять для себя, какой все-таки способ мне больше нравится, как удобнее и как лучше и аккуратнее, в общем, получается рубашечный воротник. Теперь на деталях рукава мне необходимо обработать разрезы планками, которые я уже, получается, приготовила, 2 планки, которыми нужно обработать вот этот разрез на рукаве. Значит, притачиваю, получается, планку к месту, где будет разрез, да, и затем я уже вот так приметала, затем притачала планку, разрезала, получается, по намеченной линии. И теперь подгибаю припуск вовнутрь, необходимо подогнуть припуски вовнутрь наизнанку и приутюжить. Теперь отгибаю припуск на лицевую сторону, вот таким способом, и притачиваю, сначала приметаю и затем притачиваю на швейной машине. Теперь вот таким способом отгибаю вторую половину детали планки, прикалываю булавками и буду притачивать на швейной машине на расстоянии от края, получается, 1 миллиметр, и затем также по намеченным линиям. Вот так у меня получилось. Также необходимо приутюжить планки и закладываю сразу складки на деталях рукава, на одном и на втором рукаве. Я уже заложила складки и проложила строчку без закрепок на расстоянии 0,5 мм от среза. Теперь мне необходимо также складываю рукав лицевой стороной вовнутрь, совмещаю, получается, уравниваю срезы, скалываю булавками по отметкам один и второй рукав и стачиваю на швейной машине. Также необходимо обработать на оверлоке. Затем, после того, как стачала, получается, рукава, необходимо также обработать на оверлоке, получается, срезы на рукавах, и также необходимо обработать срезы, боковые срезы на рубашке.
Я уже заранее подготовила манжеты, и теперь вот таким способом прикладываю манжет, получается, к нижнему срезу на рукаве лицом к лицу и прикалываю булавками по кругу, вдоль нижнего среза, получается, на рукаве. Затем приметаю и буду притачивать на швейной машине. Притачиваю один и второй манжет. Вот так у меня получилось. И теперь второй половиной манжета накрываю, получается, закрываю припуски, перекрываю, получается, также строчку, прикалываю булавками. Вот таким способом, получается, закрываю шов, прикалываю булавками. Сначала приметаю и затем буду прокладывать строчку по лицевой стороне точно в шов, как я притачивала, получается, манжет, в этот шов также притачиваю вторую половину манжета. С изнаночной стороны, получается, строчка будет идти на расстоянии где-то 0,2-0,3 мм от сгиба.
И теперь таким же способом буду притачивать воротник к самой рубашке. Получается, прикалываю деталь стойки к срезу горловины, совмещая отметки. Я еще предварительно проложила, получается, такую строчку, линейку по одной половине детали стойки, та, которая будет идти внутри, получается, внутри рубашки. Проложила строчку на расстоянии 0,8 мм от среза. Теперь прикалываю деталь стойки к горловине, совмещаю отметки и притачиваю на швейной машине. Теперь по вот этой строчке, которую я заранее проложила, подгибаю вовнутрь припуск, накладываю также сверху, получается, перекрываю припуски и строчку, прикалываю булавками, также приметаю и буду притачивать тоже на швейной машине ровно в строчку. Получается, по лицевой стороне буду притачивать ровно в шов, и с изнаночной стороны строчка будет идти на расстоянии 2-3 мм от сгиба. Теперь прикалываю детали рукава, совмещаю также отметки, приметываю рукав и притачиваю на швейной машине, получается, двумя строчками. Притачиваю один и второй рукав. Затем необходимо также приутюжить все припуски. Также необходимо обработать срез на рукаве, обработать на верлоке, приутюжить все припуски, приутюжить также все швы и отутюжить рубашку. Теперь мне осталось сделать только петли для пуговиц и пришить сами пуговицы. И моя рубашка будет готова. Надеюсь, что это видео будет вам полезным и интересным. Если это так, не забудьте поставить палец вверх. Также подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео с пошивом новых вещей. На этом все. Я хочу с вами попрощаться. Будут вопросы, пишите в комментариях. На этом все. Всем пока.